Кто меня просил показать куреничи? Мы сейчас в Кулиничах покупаем куриные стейки, аноре булку, картошка гриль. Кто скучает за кулиничами? Спасибо. Ага. Мара, сложи, пожалуйста, в этот пакет все булки. Мы вот такие вот купили куриные стейки. Тут еще есть трубочки с сосиской, хачапури с мясом. Это стейк с сыром куриный. Ну, вот так вот. Слойка гарбузова, кстати, с апельсиновым джемом. Штрудель с малиной, круассан парижский. И завыванец с маком-то кремом. А ты себе еще взяла с яблоком, да? Угу. Пошли. А мы пришли в свой любимый отдел. Я раньше здесь все время покупала мясо. Да, мясо. Мясо коням в баскете. А здесь теперь вообще пустые полки. Я так поняла, отсюда мясо выехало. Мяса здесь больше нет. Мясо выехало и написано: в продаже можете взять мясные полуфабрикаты. Расположены в конце молочного отдела за колбасой. А если я хотела просто курочки или телятинки? Ну все. Простоквашино есть, просто наши это теперь. Все, выключу уже. Нора, мне уже написали, почему ты так грубо разговариваешь с мамой. Но они думают, что ты неадекватная. Понятно. Они не понимают. Очень многие люди. Не моя проблема. Что нам купить? Мясные полуфабрикаты, это, как я понимаю, идет речь о колбасе. Я не хочу колбасу. А я так бежала сюда. Друзья, я хочу рассказать вам, поделиться одной историей. Это моя семейная история, я думаю, вам будет интересно, которую рассказала мне моя бабушка. Моей бабушке 88 лет. Это мама моей мамы. И в 1942 году, в 1942 году, ей было 7 лет. Был ноябрь месяц. Она сидела в подвале неправильное выражение, в погребе. Ну вот, если дословно, в погребе. Со своим братом. Братику на тот момент было 2 годика. И со своей мамой, бабушкой. В этом погребе сидело еще 12 детей. Немцы тем временем наносили авианалеты были, они бросали бомбы. В общем, они неделю в ноябре, уже во второй половине ноября просидели в этом погребе. И стали кашлять, стали заболевать. Немцы все время бомбили. Они взяли, мама их мама, все время читала молитвы. Ну, тогда, естественно, в то время, как говорится, на войне нет тех, кто не верит в Бога, да, неверующих. На войне верят все, но, тем не менее, в то время были такие, которые, естественно, при том режиме не читали молитвы, это все не поощрялось, церковь и так далее, да. Некоторые отступили от Бога, ну, как говорит моя бабушка, я цитирую слова своей бабушки. В общем, о чем речь? Но ее мама и бабушка все время читали молитвы. И в результате, когда уже их мама увидела, что они заболевают, кашляют, она пошла ночью, растопила печку у себя дома и погнала их на печку греться. Ее 7-летнюю бабушку и ее брата. В общем, в эту же ночь, когда они вернулись домой, немцы попали бомбой прямо в погреб, где сидели остальные детки с родителями, с бабушками, с мамами, с бабушками. То есть бабушка до сих пор вспоминает этот случай, как молитва отвела от них бомбу. Вернее, как, наверное, Господь, Бог уберег их, увел вот так вот в ту ночь. Вот как только они ушли ночью греться домой,
то через несколько часов бомба попала в этот погреб, где они сидели. Вот именно точно. И всех там засыпало, я так понимаю. Поэтому, исходя из этого всего, я всегда говорю, кстати, вот если взять мою бабушку, да, это тоже, конечно, грустная история того, что сейчас людям приходится переживать второй раз войну тем, кто пережил ее уже однажды. Тогда, 80 лет назад. Дай бог, чтобы дожили до мира. Так вот, к чему я это все говорила? К тому, что когда вот поступают там разные советы, где лучше погреб, подвал, готовьте землянку. Ребята, никто ведь нигде не застрахован. Кто-то может, знаете, я знаю такие истории, когда люди просто под бомбежку попадали на улице и оставались живы. На них ни одного вообще, ни одной царапинки, хотя выжить теоретически было невозможно. А кто-то, сидя в подвале, оставался в подвале, в погребе, в руинах. Ну и поэтому все мы ходим под Богом, нам остается только надеяться и верить. Вера — это вообще основополагающая, я считаю, нашего бытия. Поэтому и ни в коем случае нельзя отчаиваться, и унывать. Уныние — это один из самых тяжких грехов, но, к сожалению, не все понимают. Когда я стараюсь улыбаться и говорить, что все хорошо, все прекрасно, я счастлива, что... Помните, как я радовалась, да, когда дали отопление? Сколько вообще человек меня осудило? Сколько написала: да как ты можешь радоваться, когда еще не закончена война? Ну, я с вами поделилась историей своей семьи. Вот так вот бывает. А бывает такое, когда наоборот. Люди уезжали из опасного прифронтового города в другие города, эвакуировались в более тихие, спокойные. Я думаю, вы эти истории знаете, я не буду опять пересказывать. Из Харькова, из других городов эвакуировались в более спокойные города, и их там настигала смерть. Вот ракета попадала именно туда, где они находились. Я не знаю, как это происходит, но я думаю, что, во-первых, от судьбы не убежишь, это раз. И, это понятно, что нужно не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, основываться еще на свое какое-то внутреннее чутье. Это очень важно. Внутреннее чутье должно подсказать, где более безопасно, как поступить. Поэтому слушайте свое внутреннее «я», слушайте свое сердце, я считаю, что оно подскажет. Всем хорошего, доброго, тихого вечера, сладких снов, кто будет смотреть уже это видео перед сном.